Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я представлю вам обзор нововведений, внесенных картой Рагнарёк в игру Ark, и проведу детальный анализ изменений, произошедших на этой карте. Обзор будет разделен на 30 ключевых разделов, где я постараюсь предоставить краткую и информативную информацию. Прошу вас сесть на своих грифонов и взлететь настолько высоко, насколько сможете, чтобы мы рассмотрели все детально. Погнали! Теперь грифоны могут быть мужского и женского пола. Раньше они были бесполыми. Если вы попытаетесь их спарить, самка отложит яйцо, из которого вылупится маленький грифончик. Детеныши питаются мясом. На новую карту добавили бизонов. Это очень интересные животные, о которых я рассказывал в предыдущем видео. Особенность бизонов в том, что они дают молоко, аналогичное молоку виверны. Молоко дают самки только рядом с детенышем бизонов. С помощью молока можно вырастить детеныша виверны. На Рагнарёке появились новые крупные острова. Они значительно увеличивают масштаб карты и сделали ее интереснее. На карте появился большой остров, который стал дополнением к этой локации. Здесь есть открытые равнины, высокие горы и множество бизонов и других травоядных животных. На вершине одной из скал острова стоит маяк, который, судя по всему, давно заброшен. Появилось больше открытых площадок для строительства баз. Особенно выделяется один остров с гигантским замком у подножия горы. Внутри замка множество разных комнат, что делает его очень интересным. Возможно, кому-то понравится использовать это место как базу. На острове растут величественные секвойи. Над всем ландшафтом возвышается огромная гора. В низине раскинута открытая местность, где можно встретить стадо бизон. На южной части карты есть пара пустынных островов. На одном из них можно обнаружить пещеру с каркиносами, которых раньше на карте Рагнарёк не было. Это говорит о том, что на Рагнарёке добавили аберрантных существ. Теперь карта стала еще более разнообразнее. На западе карты появился большой остров. Остров отличается высокими горами и просторными равнинами, через которые протекает река. Другие острова, которые раньше были на карте Рагнарёк, остались прежними, однако в некоторых из них произошли изменения. На большом полуострове, где раньше не было ничего кроме болот, теперь возвышается величественный замок на горе. Он поражает своей красотой, однако рядом с ним обычно появляются две виверны, охраняющие это место. В пределах замка можно встретить кошек. Внутри замка много места для постройки базы. Здесь есть гигантская башня с винтовой лестницей, ведущей наверх. Каждый этаж основного корпуса замка просторен. Древний храм, возведенный на двух водных каскадах, сохраняет свою неизменную архитектуру. Однако в его интерьерах наблюдается появление эндемических биолюминесцентных организмов, известных как светороги. Вторая второстепенная пещера Виверн на южной стороне карты значительно расширилась и преобразилась. Пещера стала намного больше, а внутри появились красные растения, из которых можно добыть органический полимер. В пещере много интересных деталей. Заброшенные корабли викингов, обглоданные кости павших животных, когда-то съеденных вивернами, и следы их пребывания. Помимо виверн здесь обитают мегалания. В пещере появились красные ящики с добычей. В них можно найти полезные предметы. Ящики появляются в разных местах, и добывать их будет непросто. На южной стороне карты глубоко в океане находится огромный затонувший песчаный город. Он выглядит очень здорово на дне океана. Как я понимаю, тут спавнятся фиолетовые дропы. В одном из его домов можно найти множество светящихся жемчужин. Разработчики сделали их такими же сияющими, как в старом Арке. Координаты этого места 94/73. Изучая подводный мир, можно обнаружить очень глубокое место на северо-востоке карты. Так я обнаружил фиолетовый ящик на координатах 34/94. Но проблема в том, что ящики такого типа не всегда спавнятся на глубине океана. В такой глубокой местности спавнится большое количество удильщиков. Я оставлю координаты спавнов этих ящиков. На дне океана к северу от карты в точке с координатами 4/67 находится гигантское скопление жемчуга. Его легко найти, потому что оно занимает большую площадь и светится. Я решил рассказать об этом, потому что не уверен, что такое скопление жемчуга было в обычной версии карты Рагнарёка, в обычном Арке. В одной из кристальных подводных пещер, вход в которую находится на координатах 10/23, произошло много нового. Там появились каркиносы, редкие цветки и красные растения из неорганического полимера. Если забрести в ледовые зоны Рагнарёка, то можно обнаружить пещеру, в которой обычно вызывают альфа-червя смерти. Теперь эту пещеру можно назвать отличным местом для фарма редких цветков, ведь тут их появилось очень много. Берите своего лучшего свирепого медведя и добывайте их с удовольствием.
Под водопадом на заливе Викингов находится пещера, которая немного изменилась. В ней появились растения с органическим полимером. Если говорить о заливе Викингов, нельзя не упомянуть затонувший корабль. Он по-прежнему лежит на дне. Под ним можно найти черный жемчуг, ценный ресурс. Рядом с кораблем расположен вход в подводную пещеру, где много белого жемчуга. Эта пещера идеально подойдет для добычи этого ресурса. У подножия Большого каньона в снежных биомах горы расположено гнездо ледяной виверны. Вокруг него можно встретить самих ледяных виверн. Почти весь снежный центральный биом Рагнарёка кишит этими существами. Будьте осторожны, помимо экстремальных температур, виверны могут поджидать вас повсюду. Координаты красных подачек не изменились, они по-прежнему находятся в пустыне. Все координаты будут видны на экране. Для открытия требуется 80 уровень выжившего. Бобры построили большие плотины, и из них можно добывать много дерева, цементной пасты и редких цветков с жемчугом. Однако будьте осторожны, бобры могут не одобрить, если вы решите разрушить их плотины. На новом острове появились новые большие плотины бобров. В игре появился новый босс – гигантская ледяная виверна. Призвать ее можно с помощью луча или обелиска. Босс доступен в 3 уровнях сложности – альфа, бета и гамма. Уровень альфа самый сложный. Для призыва этого босса нужны все артефакты и огромное количество трофеев. Это, вероятно, самый дорогой босс в игре. Раньше на арене Рагнарёк были 2 босса – Дракон и Мантикора. Новый босс заморозил их и превратил местность в свое снежное логово. Теперь арена с боссом находится в снежных горах. Этот босс умеет стрелять ледяными сосульками и выдыхать ледяное дыхание. Он призывает ледяных червей смерти, которые мы видели раньше в пещере Альфа-червя. После победы над ледяным драконом вы получите около 75% всех возможных тег-энграмм, а также тег-меч, тег-щит и тег-лампу. На уровне альфа этот босс наградит вас своей головой и 550 элементами. Если вы установите эту голову в качестве крепежа для трофеев, она будет выглядеть очень эффектно. Кстати, после победы над боссом вы сможете ударить его тело специальной палочкой, таксидермической палочкой, так называется, чтобы затем выставить его образец на всеобщее обозрение. Также с этого босса выпадает очень красивый флаг, зацените. В пустыне обновили пещеру с лабиринтом. Теперь она стала еще опаснее, а ходы более запутанными. Чтобы разблокировать двери, вам придется тщательно исследовать эти коридоры. Вход в пещеру теперь хорошо виден издалека. Раньше это была обычная дыра в скале. Внутри вас встретит детеныши Арнео. Пройти пещеру будет непросто, потому что ловушки стали гораздо опаснее. Ловушки с огнем будут встречаться гораздо чаще, чем обычно. Обновление руин. На карте Рагнарёк основательно переработали руины. В каньоне у ущелья Вегура обновили мост. На юго-западе острова появились новые руины. Маяк, в котором есть освещение и спуск в пещеру. Домик у цветочного поля теперь имеет подвал. Замок рядом с заливом Викингов покрылся зеленью. В северной части карты, где раньше была пещера с артефактом, произошли изменения. Теперь она стала более яркой и наполненной. В пещере можно увидеть множество светящихся грибов, которые помогут вам ориентироваться в темноте. Если вы продолжите путь, то встретите каркиносов, которые также были добавлены в эту локацию. Будьте осторожны, в пещере много развилок и опасных существ, таких как Мегалания и Аранео, которые могут напасть на вас. Здесь вы найдете причудливые цветы, светящиеся красные растения с органическим полимером и редкие грибы, которые выпадают из зеленых грибов. В пещеру ведут несколько ходов. Их координаты я отметил на экране. Первый в болоте, у замка. Второй сзади горы, 17/42. Третий под водой на заливе Викингов, 21/33. Реалистичные погодные условия на игровой карте Рагнарёк значительно повышают уровень ее аутентичности и визуальной привлекательности. В рамках одной локации интегрированы разнообразные метеорологические явления, включая обширные грозовые облака, сопровождающиеся молниями, интенсивные ветровые потоки, атмосферную дымку и туман в равнинных зонах, а также мощные песчаные бури в пустынных регионах. Такое комплексное климатическое моделирование обеспечивает высокую степень детализации и реализма, что является значительным преимуществом данной карты. Вышло новое платное обновление, оно добавило карту с новыми существами – Вайвином и Дракончиком. Они также появляются на этой карте.
Теперь можно устанавливать пьедесталы на колонны. Это, конечно, немножко не связано с нововведением карты Рагнарёк, но просто, чтобы вы были в курсе, так сказать. Вулкан стал извергаться гораздо реалистичнее. Лава разливается почти по всему пепельному биому, а метеориты летят со всех сторон, эпично взрываясь. Это выглядит очень жарко. В завершении нашего детального анализа, который можно охарактеризовать как критическое рассмотрение с одной стороны и конструктивное содействие, с другой стороны, хотелось бы обратить внимание на последний аспект – эстетичную привлекательность карты Рагнарёк. Разработчики продемонстрировали высокий уровень мастерства и вложили значительные ресурсы в ее создание, что делает ее настоящим произведением искусства. Это позволяет понять, почему ожидание этой карты было столь длительным и напряженным. И если представленная информация оказалась полезной для вас, прошу выразить свою признательность, поставив лайк и подписаться на канал. Также не забывайте писать комментарии, что вы думаете по поводу новой карты, нравится ли она вам или нет. А так я желаю всем удачи, мира и добра. Всем пока.